Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о специях и мельницах для них. Скажите, а вы любите добавлять в еду свежемолотый перец или используете уже готовый перчик в порошке? Напишите в комментариях, как вы относитесь к магазинным одноразовым мельницам. У любой хозяйки на кухне целая коллекция из баночек со специями, и я не исключение. У меня огромное множество разных специй, как магазинных, так и те, что я заготавливаю самостоятельно. Я очень люблю свежемолотый перчик и добавляю его практически везде, в салаты, в супы, в различные блюда. Мне очень нравится его аромат. Но бывает так, что магазинные так называемые одноразовые мельницы, которыми мы все так привыкли пользоваться, перестают молоть еще задолго до того, как кончится содержимое самой мельницы. А молоть перчик в ступке не всегда удобно. Например, готовлю я стейки, и мне необходимо их все посолить и поперчить со всех сторон. Любая хозяйка меня поймет. При приготовлении пищи руки не всегда бывают сухими, а тут еще как назло пластиковые жернова истерлись и совсем не хотят перемалывать перец. И для того, чтобы намолоть необходимое количество перца, можно истереть все руки, но так и не получить нужного количества специй. Вот здесь хорошо видно, что пластиковые жернова практически совсем стерлись и не выполняют своей функции. Так вдобавок ко всему, такие мельницы не всегда можно легко разобрать. Вот и получается, что специю достать из них нельзя, а выбросить жалко. И стоят они бесполезно, занимая место в шкафчике. Правда, есть и такие мельницы, которые можно легко разобрать и засыпать в них какую-нибудь другую специю. Например, здесь у меня высушенные хлопья перца чили, которые я насушила летом, а теперь добавляю при приготовлении различных блюд. Долго думала я над покупкой электромельницы, но меня смущало наличие большого количества батареек, минимум 4 на каждую. Почитав комментарии, я поняла, что это не для меня, так как готовлю я много, а от частого использования мельницы батарейки быстро разряжаются. И тут мне попался подходящий вариант. Две стильные мельницы с зарядкой от док-станции. В комплект входит шнур зарядка Type-C, кисточка для очистки мельниц от остатков специй, сама док-станция, выполненная из пластика черного цвета. На задней панели имеется гнездо для подзарядки Type-C. Станция аккуратная, небольшого размера и не займет много места на столе. И, наконец, героиня нашего сегодняшнего ролика – это две стильные мельницы. Мельницы выполнены из пластика и нержавеющей стали. На передней панели имеется смотровое окошко, через которое будет видно содержимое мельницы. На задней панели есть крышка, через которую легко и просто можно будет засыпать специи. Смотрится очень аккуратно, стильно. Мельницы прекрасно сочетаются с док-станцией и не занимают много места. Удивительно, но реально они кажутся гораздо меньше, чем выглядит на видео. В комплекте также имеется инструкция на английском и русском языке, где описаны все необходимые этапы использования и обслуживания мельниц. В верхней части мельниц имеется отсек с 4 аккумуляторами. Открываем крышку, удаляем защитную вставку, затем закрываем крышку обратно, и мельница готова к работе. Кстати, они пришли уже заряженные. При нажатии на кнопку жернова начинают вращаться и включается синяя подсветка. Имеется регулировка степени помола. При вращении барашка вправо или влево можно получить разную степень помола перцев, от крупного до мелкого. Ну что, а теперь давайте протестируем, насколько же это удобно. Открываем отсек для специй на задней стенке. Отсек довольно вместительный. Засыпаем перчик горошком. Для первого раза я насыплю перчика совсем немного. Так, перчик насыпали. Теперь закрываем крышку в обратной последовательности, чтобы ничего у нас не просыпалось. На передней панели через смотровое окошко мы видим содержимое мельницы. Смотрится очень симпатично. Теперь приступим к самому тесту. Нажимаем кнопку, и мельница начинает перемалывать перчик. Включается подсветка, и мы видим, что перчик перемалывается довольно быстро по сравнению с одноразовыми или гравитационными мельницами. Посмотрите, перчик измельчен хорошо, получился довольно такой крупный помол. Такой помол идеально подходит для стейков из рыбы и мяса. Теперь покрутим регулировочный винт.
для получения более мелкого помола перца. Буквально 2-3 оборота, и мы получаем более мелкую фракцию. Такой перчик идеально подойдет для заправки салатов. А самое главное, что мельница работает быстро, без каких-либо дополнительных усилий. Путем нажатия всего одной кнопки мы получаем нужное количество свежесмолотых ароматных специй. О таком раньше я только мечтала. При помощи кисточки, идущей в комплекте, можно удалить излишки оставшихся специй и отправить мельницу на станцию. Вы только посмотрите, но разве это не прелесть? За короткий промежуток времени получить необходимое количество свежесмолотых ароматных специй, не затрачивая абсолютно никаких усилий. По-моему, это здорово. И плюс ко всему специи разного помола для различных блюд и нужд на кухне. Плюс ко всему, мельницы всегда можно поставить на зарядку при помощи кабеля и вот такого блока питания, который, к сожалению, не идет в комплекте, но имеется в каждом доме. Итак, вставляем блок питания в розетку, а второй конец шнура подключаем к станции. И как можно увидеть, загораются 2 синих индикатора, что говорит о том, что мельницы на зарядке. В инструкции написано, что до полной зарядки потребуется 16 часов. Забыла сказать, что во вторую мельницу я засыпала розовую гималайскую соль, и мельница прекрасно справилась и с ней, несмотря на то, что соль очень крупного помола. Мельница без труда также перемалывает ее как в крупную, так и в мелкую фракцию. В заключение хочу сказать, что покупкой я очень довольна. Теперь у меня под рукой на кухне всегда будет свежемолотый ароматный перец без всякого труда. Просто нажал кнопочку и все готово. Вдобавок ко всему, мельницы смотрятся очень стильно и не занимают много места на рабочей поверхности. Теперь я точно выброшу все бесполезные одноразовые мельницы и освобожу полочку для чего-нибудь полезного. Если вы так же, как и я, устали тратить деньги и время на бесполезные одноразовые мельницы для перца, то советую присмотреться к автоматической мельнице. Но обязательно выбирайте мельницы с зарядкой, чтобы не тратить деньги на батарейки, которые сейчас совсем не дешевые. Готовьте с любовью и не бойтесь экспериментировать на своей кухне. До новых встреч, друзья!